Привет! Вы на канале Russian Language Club. Подписывайтесь на канал и учите русский язык. В этом видео мы с вами окажемся в самом популярном транспорте Москвы. Добавлю, что это не только популярный, но и очень удобный вид транспорта. Мы поедем на метро и на новом виде транспорта в Москве МЦД – Московские центральные диаметры и МЦК – Московское центральное кольцо. Важно, что в метро всегда есть указатели, куда вы выходите. По температуре нельзя курить. Вот мы сейчас пойдем. Классическое метро находится в основном под землей. В 2022 году это 250 станций, 14 линий. Но кроме него в Москве есть еще МЦК, МЦД и монорельс, которые, кажется, уже закрывают. Для входа необходимо купить билет. У меня есть карта «Тройка», которой я могу пользоваться в метро, МЦД, МЦК и автобусах-трамваях. Это такая универсальная карта для городского транспорта. Ее можно купить только на кассе. В метро не обязательно стоять в очереди в кассу и покупать билет. Можно купить билет в терминале или даже оплатить проезд банковской картой. Стоимость проезда на метро лучше проверять на сайте, так как цены меняются каждый год. Теперь о метро. Каждая станция метро оборудована турникетами для входа и выхода, терминалами и кассами для покупки билетов. Также есть терминалы, где вы можете проверить баланс на карте «Тройка», карты метро с линиями МЦК, МЦД и лестницами или эскалаторами. На некоторых станциях также есть лифты, пункт полиции и пункты информации. Сегодня в московском метро ездят разные поезда – старые, советские и современные. Например, на моей линии или ветке ездят современные тихие поезда с интерактивными картами. Можно составить маршрут поездки с функцией зарядки гаджетов на случай, если у вас разрядился телефон. Но есть линии с старыми, шумными поездами. Такие, например, ездят по красной ветке. Кстати, линии метро в Москве называют по цветам, хотя есть и числовые, и буквенные названия. Когда вы находитесь в метро, внимательно читайте указатели. На них указано, куда и как идти, где какой выход. Метро в Москве с 1935 года. Первая линия была красная, от станции Сокольники до Охотный ряд, где Кремль и Красная площадь. Сейчас же почти каждый год появляются новые станции, так как город растет, развивается. Метрополитен открыт для пассажиров с 5:30 утра до часу ночи. В некоторые праздники метро открыто до 2 часов ночи. А с 2012 года на станциях и в вагонах метро есть интернет. В описании к видео вы найдете ссылку на статью о московском метро с самыми интересными фактами и фразами, которые нужно знать для поездки в метро.
внимание на желтые указатели. Это если что-то изменилось в работе метро. Есть такие информации, стойки с информацией. Читайте указатели. Указатели очень важны. А для выхода билет не нужен. Просто проходите перед вами, открываются двери. На другую станцию, а это на Еще важно, здесь есть указатели на наземный транспорт или вообще на любой транспорт. Московское метро очень красивое. Метро в Москве не всегда можно понять, где находится. Это не отдельное здание. Вот, например, здесь вход в метро, здесь мы видим, например, флажка. Или вот, это уже отдельно стоящее здание из метро. Обязательно буковка М или вот такие флаги М. Это специальное здание, подстроенное под метро. А это просто вход в метро внутри другого здания. А теперь мы с вами переходим на МЦК. Давайте пройдем. На МЦК нужно тоже покупать билет, но билет, который вы используете в метро, тоже действителен на МЦК. А нет, мы пока только выходим. Так, выходим. На всех станциях метро есть полиция. Вот здесь проверить билет можно. И МЦК это другой вид транспорта, поэтому необходимо выходить из метро и заходить на МЦК. Также есть указатели, все виды указателей. Для МЦК были построены специальные станции. Вот посмотрите, какая здесь красивая станция, большая. С той стороны вход, с этой стороны вход, выход на улицу. Буковка М, похожая на буковку М метро. Видите, можно заходить и с транспортом. За велосипед можно отдельно платить. Поезда в МЦК это только наземный вид транспорта. Вот здесь вот в кассах покупать билеты. Поэтому мы поднимаемся и выходим. Мы поднимаемся на эскалаторе и выходим на улицу. МЦК это уже как поезд, поэтому тут есть первый, второй путь. Мы находимся над землей. Вокруг МЦК обычно всегда очень много стройки. Вот станции. Здесь, как видите, только план поездов МЦК. Сортировка мусора. Ну что, давайте посмотрим, что у нас там с другой стороны. Стройка, стройка, стройка. Москва это большая стройка. Поезда в МЦК все новые. Вот видите, это станция, чтобы зайти на МЦК. То, что мы видели изнутри. Теперь о МЦД и МЦК. МЦК – это линия городских электричек. Она идет по земле или над землей. МЦД соединяют города Московской области и проходят через Москву. По факту это наземные линии пригородных электричек. Они тоже относятся и к метрополитену, и к железной дороге. Переход на МЦК и на некоторые станции МЦД очень удобный. Или прямо из метро, или нужно немного пройти по улице. В общем, метрополитен и связанные с ним МЦД и МЦК очень удобный вид транспорта для Москвы.
так как можно быстро добраться из одного конца города в другой. Станции удобные, чистые и достаточно безопасные. Есть станции МЦД, из которых переход на станцию метро быстрый, то есть нужно просто с одной станции перейти на другую, с одного выхода в другой выход. А есть переход наземный. Вот мы сейчас на такой станции, где будем делать наземный переход. То есть нужно будет немножко пройти по улице. С одной стороны, а с другой стороны, кстати, там находится стадион «Локомотив». Увидим, не увидим. Вот видите, здесь мы будем делать переход на красную линию, Черкизовскую. А вон там уже, кажется, видно стадион «Локомотив». Немного. И снова эскалатор. Спускаемся вниз. Но мы еще так до сих пор и не вышли на улицу. Мы только выходим с здания МЦД. Ну что, вот мы выходим из здания. И показано, что метро Черкизовская там. Надо выйти и пройти совсем немного. Сейчас я уже вижу метро. Сейчас вам покажу. А вот и метро. Буковка М. Еще очень удобно, что около метро и около вообще любых пересадок, на любой остановке, неважно какой транспорт, есть вот такая карта, где написано, где вы находитесь. Вы здесь, и вы сразу можете понять, куда вам нужно идти, если у вас нет карты. Ну что, мы сейчас спускаемся, и наша станция метро совсем рядом. Около метро всегда есть какие-то такие парковки, где можно оставить транспорт, чтобы быстрее добраться до центра города. Спасибо за просмотр. Буду рада вас видеть в Москве. Если это видео было вам полезно, то оцените его и оставьте комментарий. Тему транспорта в России мы будем продолжать обязательно. Подписывайтесь на Russian Language Club. Пока-пока. До скорой встречи.